Салам всем балабашерам, всем, кто вообще смотрит, причастным и непричастным. Сегодня будем делать контрольную закупку и радовать еще больше детей, потому что в скором времени, завтра, мы уже отправимся в детский дом, дарить радость, улыбки и только одни позитивные эмоции. Че, готовы? Погнали. Да, а вон. Да, супер. Класс. Фига себе. Будто вот там. Но вдруг там дальтоник есть. Считай, что цветной. Простите, пожалуйста, за такие шутки. И это только начало. Это еще только мы начали закупаться. О! Это вообще класс. Такой. О, все, вообще. Ну, тоже неплохо, типа, ладно. 1000 лет не видел детских игрушек. Это мы берем. Я не понимаю, я начинаю собирать, мне просто... Дайте мне пушку, я буду стрелять в этот пазл, чтобы он сам собрался. 16. Камеру убери. Камеру убери. Здесь снимать запрещено. Так, 50 разделить на 3. 16? 17. Чтобы зубки были чистые, они все улыбались. Я не знаю, я всегда прихожу, я всегда беру гель для душа, вот, я иду всегда в женский отдел. Потому что я не понимаю, у мужиков реально запах коры, говна, рун каких-то там. Приходишь в женской, там клубника, личи раскрывается в цветок лотоса, и вы, блядь, связь с космосом, поехали, воу! Еще штуки 4-5. Ну, да, оптимал. Кобальт, невидимка, усиленная защита. Мы почти пришли к нашей конечной цели. Мы собрали целую тележку добра, эмоций и, самое главное, здоровья. Здесь есть все, начиная от простых зубных щеток и пасты и заканчивая дезодорантами, шампунями. И даже для тех, у кого есть какие-то проблемы, подгузники для взрослых. Мы предусмотрели все, чтобы каждому было комфортно. Контрольная закупка закончена. У нас целая машина счастья, веселья, а самое главное здоровья. Завтра дети будут счастливы. Все это возможно благодаря Гримасу и благотворительной организации. Работаем. Год. Погнали! Я прибыли в детский дом, чтобы радовать детишек и смотреть на их улыбки. О, класс, это как все развивалось, типа? Берем, и я вам все покажу. Супер. Да. На самом деле, у меня всегда скептичное отношение к бюджетным организациям, а уж тем более вот такому. Я всегда их представлял более, разруха больше. А прям все так красиво, причесано. Это то, что у нас есть, это то, что сейчас. И это наши площадки, они у нас еще не сделаны. Мы с вами сейчас вот в этом здании, вот оно было. Мы открылись вот в 2015 году. В 2017 у нас открылись еще 2 корпуса, которые вот там, вот, если когда будем выходить, увидите, там чисто жилые корпуса. Это вот из этого оно превратилось? Да, то есть это были заброшенные санатории, заброшенные какие-то базы отдыха, различные здания. Вот, и все переделалось полностью капитальный ремонт. А кто этим всем начал заниматься? Комитет по социальной политике. Ага, круто. То есть это полностью город на себя взял. Класс. Вот, и плюс у нас 3 площадки, которые будут в будущем. Одна площадка это полностью строится новая, это вот это вот. Полностью вообще вот новодел от нуля, от фундамента и все сверху. То есть там будет и бассейн, и актовый зал огромный на 200 человек. Это бывший дом престарелых, еще финский.
Вот, а это база отдыха детская, летняя, от центра содействия, ну, для обычных деток. Летом они выезжали, все было тоже заброшено, вот нам все передали, поэтому теперь все наше. А сколько вот всего здесь. детей? Сейчас у нас 69 детей с 4 до 18 лет, но есть совершеннолетние, 18-летние уже, которых мы как раз придержали, чтобы вот сюда их отправить летом. Сейчас мы там ремонтируем и надеемся, что они останутся. Это вот это такая огромная территория на 69 детей, да? Огромная, только здесь у нас, Или... если я не ошибаюсь, 8 гектар. Ну вот здесь, где мы сейчас с вами стоим. Плюс эти территории у них у всех отдельные. Ну вот тут карта самого поселка. Ну, то есть они не совмещены, эти территории. Вот мы сейчас с вами вот тут находимся. Это вот так вот территория до низа, до шоссе. Тут отдельная территория, где вот этот новодел. Ну там тоже прилично, но не такая большая. И здесь еще две территории, вот они спаянные. Здесь вот одна, это вот, которая летняя база, и вторая, это где дом престарелых. У нас детки и родительские есть. Сейчас это треть детей, которые сюда отправляют их, ну, как в интернат. Из-за неблагополучных типа семей? Нет, они из благополучных, просто не справляются из-за родителей? диагнозов, да. Есть детки лежачие, которые тяжелые, ну, в обычных условиях дома их не прокормить и не те, как бы... Ну и работать надо, а уход никак не обеспечить. Да, уход не обеспечить, потому что здесь это круглосуточные медики, круглосуточные санитарки, да, которые постоянно с ними. А ну, дома понятно, что это никак. В основном это мамы-одиночки. Вот. Папы не справляются, к сожалению. Вот, уходят, да, и мамы им никак. Они, если не в самом детстве, то уже в подростковом возрасте они к нам обращаются. Ну, есть также и как бы сироты у нас. Есть и те, которые лишены родительских прав, это маргинальные семьи, да, неблагополучные. В общем, разные категории. Ну, есть и вполне благополучные, хорошие родители, просто вот, которым тяжело, которым не справиться, они к нам именно обращаются за помощью. Ну, приезжают, навещают детей все равно своих же, естественно. Да. Ну, опять же, разные есть у нас родители тоже. Есть те, которых нужно постоянно пинать и напоминать, что ваш ребенок у нас. А есть те, которые, наоборот, их не выгнать отсюда. Мы говорим, если вы к нам обратились, ну, давайте уже мы тут будем заниматься вашим ребенком. Вот. Ну, то есть разные, вот как-то их... А здесь как и школа еще, да? Школа мы отдельно ездим, в Зеленогорск. А те, которые еще дошкольники, они, в принципе, здесь как и сад. Тяжелые, ну, совсем тяжелые детки, они у нас сейчас все. В смысле здоровья-то? Ну, у нас разные, да, это мы их так, тяжелые, легкие для нас. Они все, собственно, отсталости, просто есть дети, например, с синдромом Дауна, да, замечательные детки, которые бегают, все понимают, ну, для нас они легкие. Вот. Такие детки у нас в том году, вот двое есть, мы их вывозили в детский садик. А есть те, которые, ну, тяжелые, там, лежачие, кормятся через трубочку, капают через трубочку, все такое, понятно, их никто ни в каком детском садике не ждет. Поэтому они здесь у нас программа есть дошкольного образования, наши же воспитатели к ним ходят, ну, что могут, то и делают. Они после школы сюда возвращаются, а что их 2 здесь? часа, вот сейчас автобус как раз привезли, 2 часа деток мы привозим, у них тихий час у всех, и в 4, и в 18 мы все спим. Круто. Вот я тоже хочу тихие часы на работе. Как мама маленького ребенка, тихий час, это классно. Мне его не хватает. Тихий час, потом у них время досуга после сна, полдник. Ну, у них день, но на самом деле такой насыщенный, мне кажется, что они нету такого, что они вот сидят и чего-то не делают. Тут им просыпаются, позавтракали, в школу собрались. Те, которые не собрались, у них постоянно кто-то приходит, психолог, логопед, физкультура, труд, учителя, опять же, надомного обучения, которые приходят. Да что? Постоянно куда-то разбирают, и мы не можем даже уловить, куда у нас дети попадают. Ну, по расписанию еще можно, а ты когда приходишь, иногда, где мой ребенок? Ну, так они типа на территории здесь, да, в принципе, на площадках играют, бегают, да, просто прогулки, ну, после школы. Вечером прогулки, досуг, они, как мы с вами, могут и телевизор посмотреть, могут полепить, поиграть. И праздники, мероприятия, все здесь, да, я вижу? Да, у нас все, мы много где участвуем, много куда выезжаем. Вот и на стене там фотографии есть, и зоопарки, и театры, и океанариум. Куда можно, туда и этот. Летом мы вывозим детей, ну, частично в лагеря, в санатории. Сейчас у нас еще санатории детки ездят.
На море были у нас, сколько, 8 детей вывозили на море в этом году. Кто не ездил, тот на залив просто ходил, в парки, куда можно было, на теплоходах катались, вот ездили в город. Здорово. У них полный фарш. Ну, у нас такая главная цель, мне кажется, это социализация. Поскольку мы все-таки понимаем, что, да, сколько бы мы не учили их, ну, какие-то знания обширные они не получат, а именно вот социализировать их в обществе, чтобы общество их принимало, вот это наша самая такая большая цель. А они куда-то социально устраиваются по программам каким-то или, ну, как они в мир уходят? Они же с отклонением умственным? Ну, Тут в открытый мир прям у нас еще никто не ушел. А куда они? Все уходят в психоневрологические интернаты, то есть то же самое, только для взрослых. Один вот мальчик сейчас, нету нигде, тут у нас фотографии, мне кажется, даже есть, Ренат наш, он перешел, мы его перевели в одно учреждение, в реабилитационный центр при ДДИ номер 1. Он потом, ему там не понравился, поскольку он дееспособный, он перешел в другое учреждение, и оттуда он сейчас с благотворительной организацией, они заключили договор, он сейчас живет в съемной квартире, ну их там 3. Вот, таких ребят, они живут, ну, как бы самостоятельное проживание у них. И, их там только утром и вечером контролируют, кто-то приезжает с этой организацией, смотрит, ну, там, поели ли они, попили ли они, там, убрались ли, ну, как бы такой контроль. А так он сам выезжает, сам на работу ездит, он устроен, трудоустроен. Вот, ну, круто, но это вот помогает трудоустраиваться им. Помогает, да. Да, Где тоже вот, как. работают ребята? Да, в основном в тех же самых интернатах, либо дворниками, либо кухонными, либо уборщиками. Девочки вот наши уборщицами работают, вот ДДИ номер 1. Ну, они там уже проживают. В оранжерее. В оранжерее они там, да, какими-то вот, как они, садовники. Вот, один мальчик тоже. Блин, круто, и они как бы и под присмотром тоже. Да, так. да, но они вот стараются именно в пнях, тех, кого можно, они стараются у себя же и трудоустроить, конечно. А вот такой чисто интересный вопрос. Всегда хотел узнать. Вот, работать с сложными детьми, с какими-то, да, как правильно, я не знаю, политкорректно. Особенные, да. Вот, с какими-то особенностями. Помогая и видя вот это, не становится это машинальной работой? Либо каждый раз все равно новые другие дети, они также полностью вкладываешься и хочешь их максимального успеха? Каждый Ну, особенный. здесь же мы видим их достижения, потому что у нас даже есть дети, которые вот пришли, он был лежачий, мы пришли, даже я пришла, он лежал, сейчас он ходит, он разговаривает. И когда ты видишь его вот эти все достижения, ну это же видно, что ты понимаешь, что это твоя работа своего персонала. Ну, то есть, как бы, мне кажется, сейчас дети немножко сложнее в каком-то смысле приходят. Очень много сейчас приходят, если это было в начале, в самом, не знаю, 5% родительских вот этих вот детей. А сейчас это, ну, у нас практически уже половина родительских детей. Это те, которые, да, ну, опять же, вернемся к родителям, они разные. Есть те, которые вот вкладывают, там, не знаю, 10 лет вкладывают все, что можно. Понятно, что эти родители, они уже в какой-то безысходности, они все, что можно, делают, но ничего не помогает. И они уже обращаются к нам как к последней инстанции, давайте поможем моему ребенку, а в итоге мы какие-то моменты уже упустили. И как бы и мы тут уже что-то помочь не можем, а родители думают, о, это великие там люди, педагоги, они сейчас во всем помогут, все научатся, мы сейчас все сделаем, да, а тут как бы и мы немножко безысходны, и они ждут от нас, у них какие-то надежды, ничего не получается. И таких вот сейчас много. То есть они вот определенно, они не обращаются, так сказать, тогда, когда это можно было что-то сделать, да, и это нужно, в принципе. Вот сейчас есть это понятие ранней помощи. Вот она ранняя помощь там от 0 до 3 лет. Понятно, просто в 3 года даже некоторые родители не обращают на то, что у них с ребенком что-то не то. Да, я в школе такое ощущение, что вообще не обращают иногда. Мой ребенок, он самый лучший, он самый вообще прекрасный. И когда им даже первый раз там говорят кто-то, да, там, что у вас какие-то там идите обследуйтесь, ну, никто же не хочет. У меня же самый лучший ребенок, он же у меня вообще как бы... Это самое странное. Почему? У тебя лучше хотят сделать для твоего ребенка, чтобы он адекватным... Защитная реакция их. Они как бы закрываются, а потом, когда они что-то узнают, что у них что-то не то, они все равно как бы не начинают ходить. А если либо они, наоборот, везде ходят, да, начинают, уже поздно, доезжают до Пекина и пытаются им кто-нибудь там, ну, разводит их на деньги, так сказать, им говорят, о, съездишь в Пекин, там вообще с твоим ребенком сделают чудо. Акупунктура, да. Ну, они вообще, да.
куда только можно обращаются, вкладывают огромные деньги, в итоге как бы, ну, тут уже ничего не сделаешь. Ну и вообще этого ребенка не исправить. Либо другое, что они наоборот. Вот у нас был там ребенок, он поступал буквально на месяц, это для меня прям будет, наверное, всю жизнь буду помнить, он жил у них в манеже дома. Хотя ему 10 лет. Он скакал на батуте, когда уставал, он засыпал, он кушал 10 лет с бутылочки только смесь и больше ничего не ел. Он не умел жевать, он не умел ничего пить, ни воду, вообще он только локал из тазика. И когда он к нам пришел, мы говорим, а как мы нам его напоить? А вы тазик ставьте. Мы говорим, слушайте, к нам проверка придет, Росмотребнадзор, у нас ребенок с тазика лакает. Они говорят, ну у нас вот так, типа подстройтесь под нашего ребенка. Это они забили на воспитание или, ну, помимо этого еще и особенность? Нет, ну там особенность, там ребенок был как бы сложный, но они, наверное, делали так, как они могут, так, как им вот, они не знали, они никуда не обращались, да, вот все, они приспособились, ребенок так засыпает, о, здорово, будем так дальше действовать. О, ребенок вот так вот пьет, будем, то есть они не пытались его даже научить. Все, у них получилось, то есть вопрос отпал, он пьет из тазика, отлично. Все, он там, не знаю, кушает хотя бы смесь из баночки, о, супер. При наличии зубов полный да, рот. полный рот, он то есть грыз, ему все интересно было грызть, мы ему дали мячи, там погремушки, он их сгрызал за раз, все, у нас там диван новый поставили, он нам диван сгрыз, а тут как бы бутылочку, да, ну как бы у нас это в голове не укладывается, а тут спокойно, они нам принесли там кучу бутылочек, вот вам, пожалуйста, вот вам кашки, смесь, а вот вам тазик, ну, о, слышь, спасибо. А он у вас долго пробовал, нет? Нет, он буквально месяц, ну, потому что мы начали вот именно доказывать родителям, что как бы можно с него, он парень-то как бы, ну, он там со своими диагнозами, но из него можно было лепить, но нам нужна была их поддержка в любом случае, чтобы, когда они его забирают домой, чтобы они это то же самое все поддерживали дома. Но, к сожалению, как бы мы не получили обратной связи, и они решили, что они лучше знают, что с этим ребенком делать. Да, нецензурных слов не будет, но их много у меня. Классно. Да. А можно, да, мы по территории немножко погуляем, посмотрим просто? Да, пойдемте, я вас провожу. У меня в школе был такой интересный индивид. Его 3 года пытались стравить, а я как раз только пришел, и мне все сказали, старайся его из школы типа выгнать. Я такой, почему? Ну вот, мешает там. Причины очень какие-то странные, косвенные. Я просто полгода с ним позанимался, ну, 2 четверти. Родителей вызвал, я говорю, слушайте, а он первые 5 лет был на домашнем обучении. У него немножко, он полностью нормальный, то есть у него никаких отклонений, только вот 0 социализации. Вообще он никогда ей не владел. Естественно, он хочет влиться в коллектив, и там бесконечные конфликты, непонимание, как он себя ведет. Я родителей вызвал, я говорю, слушайте, ну дальше просто хуже будет. Я говорю, сделайте хорошо ребенку, будет вообще класс. Они на следующий день забрали документы, пошли в этот вечернюю школу, типа. И вот там все с ним год делали, я пока еще там работал. В итоге пришли, проставились мне там, такие говорят, во, он у нас теперь немецкий знает. Типа с детьми все ладит, разговаривать научился, вести себя. Я такой, вот, все, а всего-то надо. В чем проблема, не понимаю. 3 года все вот эти совковые люди горели. Надо его просто выгнать, он мешает нам. А заботы 0. Вот вы крутые, что вот так вот с детьми все супер. Радоваться таким мелочам, не, фантастика. Ну, тут внизу вся территория. Вот сегодня вот здесь вот заливали асфальт как раз. То, что новое, да, там строится? Ну, это вот здесь благоустройство, здесь будут дорожки, вот, тропинки, будем гулять с детьми. Там дальше будут всякие разные площадки, сказочки. Это типа первоначально то, что просто забором обнесено сейчас, да? Ваше, так сказать, цельное владение. Все, это тоже было наше. Это, ну, до дороги, до трассы. Тут целый парк вообще. Ну, ага. Будет, да, тут и фонари, не фонари. Сейчас все сделают, аллеи сказок, да, у нас программировано. Мы всегда рады встречам, рады именно нашим, ну, добровольцам, которые именно приезжают, ну, не в денежном эквиваленте, то есть как бы мы не считаем, кто нам что вложит, мы берем общением.
И, опять же, про социализацию мы всегда просим, будь то это билеты там куда-то, у кого кто-то куда-то может когда-то достать, да, театры, цирки, все, что платно, и все, куда нас как бы бесплатно не могут пускать. Парки аттракционов различные, то есть есть там какие-то бабушки, например, у которых там их соседки раздают контрамарки, они нам это дают. Ну, то есть, как бы, даже это помощь, и мы всегда как бы приедем. То есть всякие активитис тоже вот это. Да, мы как бы выводим, но опять же, да, есть туда, куда детей-инвалидов, например, там океанариум, туда детей-инвалидов пускают бесплатно, но сопровождающих платно. Отправить своего ребенка-инвалида туда, как бы, мы не можем. И билет туда последний раз 1400 стоил, то есть тоже наш, каждый воспитатель, не может отдать 1400, да, чтобы сопроводить наших детей. Ну и как бы мы просим, нам там благотворительная организация закупает именно билеты, но для сопровождающих, а детки идут бесплатно. То же самое с парком аттракционов. Понятно, что мы там не пустим наших детей, там-то бесплатно детям-инвалидам, здорово, но как бы мы же не пустим на колесе обозрения ребенка нашего одного кататься. Опять же, нужно сопровождение, опять же, там покупают какие-то билеты. Ну вот кто что может, у нас такого... Ну, лучше чем-то физическим, что можно трогать, вы, в принципе, говорите, вот список, типа, сколько осилите, столько и приносите. Да. Иногда я говорю, там, пакетик с красками и все, там, или с бумагой цветной. Спасибо, там, раскраски, допустим, там, 3 раскраски принесет, единственное, что условие, что это все новое, желательно это с чеками, если не с чеками, но это все обязательно новое, потому что все ставится на учет, но особенно если это какие-то там такие. Даже благотворительность, на учет с чеками ставится? Да, все. А так, по сути, не то, чтобы каждый здесь мог бы мастер-класс показать, а заказать мастер-класс для детей. Вот. Кто-то мастер-классы заказывает, кто-то шоу мыльных пузырей нам привозят, кто-то зверей нам привозит, опять же, там с какого-то контактного зоопарка потрогать. То есть, как бы, вы можете к кому-то обратиться, мы можем подсказать, к кому обратиться. То есть, смотря тут какая, опять же, какие вложения. Вот эти 2 корпуса, которые я показывала на стенде, да, это 2 жилых, а вот этот вот корпус, это медицинский. Круто. С теми фотографиями, которые то, что здесь еле-еле что-то кирпичи друг на друга стояли. Да. Фантастика. Ну вот это круто. Сюда можно идти сколько хочешь. Обязательно, да. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Ну вот мы отдали все наши благотворительные вещи, которые мы хотели, все, в чем нуждалось учреждение для детей с умственными особенностями. Также там куча всяких вкусняшек, чтобы их порадовать, которые им здесь нельзя достать. Каждый, любой, даже тот, кто не носит футболку Гримаса, не состоит в организации года, все равно может помочь. Это переводы, даже если у вас есть 500, 1000, 2000 рублей, да хоть 100 рублей, и вы можете что-то подарить, что-то пожертвовать ради детей, да или просто ради того, чтобы работникам было комфортнее и легче работать с ними. Двери всегда для вас здесь открыты. Не стесняйтесь творить добро. Всего доброго.